Всем привет! Вы на канале Шифр Земли. Сегодня речь пройдет про реку Нил. Разберем, что такое Нил и почему без нее не было бы Египта. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Представьте страну, где 96% территории занимает голая раскаленная пустыня. Ни травинки, ни капли воды, ни одного дерева. Песок и камень от горизонта до горизонта. И посреди всего этого тонкая зеленая полоска вдоль одной единственной реки. 4% земли. Вот на этих 4% выросла одна из величайших цивилизаций в истории. Построили пирамиды, изобрели папирус, создали письменность, просчитали движение звезд. И все потому, что у них был Нил. Сами египтяне это прекрасно понимали. Они называли свою страну Такемет – «Черная земля», по цвету того жирного темного ила, который Нил каждый год выносил на берега во время разлива. А пустыню вокруг звали Дешрет – «Красная земля». Граница между жизнью и смертью была буквально видна невооруженным глазом. С одной стороны – зеленые поля, с другой – мертвый песок. И разделяла их одна река. Каждый год, примерно в августе, Нил начинал подниматься. Вода выходила из берегов и заливала всю долину, полосу шириной до 20 километров. Несколько месяцев поле стояли затопленные. Потом вода отступала, а на земле оставался слой того самого черного ила. Это было природное удобрение. Фермерам не нужно было ничего придумывать. Клади зерно в мокрую жирную почву, и оно вырастет само. Жрецы вычисляли точный день, когда начнется разлив. Привязали его к звезде Сириус. Когда она появлялась на горизонте перед рассветом, вода начинала прибывать. Это было настолько важное событие, что египтяне отмечали его как Новый год. Разлив означал жизнь. Если вода приходила вовремя и в нужном количестве, год будет сытым. Если разлив слабый – голод. Но откуда вообще бралась эта вода? Ведь в самом Египте дождей почти не бывает. Каир, к примеру, получает около 25 миллиметров осадков в год. Для сравнения, в Амстердаме выпадает больше 800. Нил проходит через Сахару больше 1000 километров, и за все это время в него не впадает ни один приток. Он теряет воду на испарение, но все равно добирается до Средиземного моря. Как? Ответ начинается далеко на юге, за 3000 километров от пирамид. У Нила два главных истока. Белый Нил берет начало в районе экватора, в горах Бурунди, и проходит через озеро Виктория, одно из крупнейших пресноводных озер на планете. Он течет через Уганду, через гигантские болота Суд в Южном Судане, огромную топь размером с небольшую страну. Эти болота работают как природная губка, впитывают воду в сезон дождей и медленно отдают ее потом. Половина воды теряется на испарение, но оставшаяся часть обеспечивает стабильный поток круглый год. Второй исток – Голубой Нил. Он стартует в горах Эфиопии, с озера Тана, на высоте почти 1800 метров. И вот именно он отвечал за те самые легендарные разливы. Когда над Эфиопским Нагорьем начинался сезон муссонных дождей, Голубой Нил превращался в бешеный поток. Объем воды в нем увеличивался в 40 раз. Он нес с гор тонны красного ила и вулканической породы, смешивался с Белым Нилом у Хартума, и дальше вся эта масса катилась на север, к Египту. Примерно 85% воды, которая доходила до египетских полей, приходила именно с эфиопских гор. А еще Нил течет по каменному руслу. Это важный момент. Многие реки, проходя через пустыню, просто уходят в песок и исчезают. С Нилом этого не происходит, потому что под ним твердые породы – песчаник, известняк. Они не пропускают воду вниз. Плюс под Сахарой лежит Нубийский водоносный горизонт, один из крупнейших подземных резервуаров пресной воды в мире. Он накопил воду миллионы лет назад, когда Сахара была зеленой равниной. Эти древние запасы понемногу подпитывают реку даже в самые сухие месяцы. Вся государственная машина Древнего Египта крутилась вокруг цикла реки. Разлив, засеивание, сбор урожая, учет зерна, распределение. Для этого нужны были чиновники, песцы, склады, армия, храмы. Нил не просто кормил людей, он заставил их организоваться в государство, и пирамиды тоже появились благодаря Нилу. В 2024 году ученые из Университета Северной Каролины опубликовали в журнале Nature исследование, которое окончательно подтвердило давнюю догадку. Вдоль пирамид Гизы когда-то протекал рукав Нила. Его назвали Ахрамат, от арабского слова «пирамиды». Этот рукав был длиной около 64 километров и шириной местами больше полукилометра.
По нему на баржах доставляли гигантские каменные блоки прямо к строительной площадке. От рукава к пирамидам вели короткие каналы. Без этого водного пути строительство было бы просто невозможно. Таскать двухтонные блоки по пустыне десятки километров нереально. И еще один момент. Во время разлива крестьяне не могли работать в поле. Все было затоплено. Несколько месяцев в году у фараона была огромная свободная рабочая сила. Именно этих людей отправляли строить пирамиды. Не рабов, как любят показывать в кино, а обычных крестьян, которым нечего было делать, пока вода стоит на полях. Эта система работала тысячи лет. Разлив приходил, ил ложился на поля, зерно росло, государство стояло. Но у этой системы было слабое место. Она полностью зависела от одной переменной – от того, сколько воды принесет река. И когда вода однажды не пришла, случилось страшное. Около 2150 года до нашей эры разливы Нила ослабели. Это была часть глобальной засухи, которая ударила по всему Ближнему Востоку и держалась примерно 100 лет. Урожаи упали. Начался голод. Центральная власть развалилась. Древнее царство, та самая эпоха Великих пирамид, прекратило существование. Историки называют это первым переходным периодом. 40 лет хаоса, междоусобиц и нищеты, пока Нил не вернулся к норме и страну не собрали заново. То, что произошло 4000 лет назад, сейчас повторяется. Только масштабы другие. Население Египта больше 113 миллионов человек. Воды на душу уже сейчас меньше, чем нужно по любым нормам. А на Ниле появилось кое-что, чего не было в эпоху фараонов. Бетонная стена высотой 145 метров, которая может перекрыть большую часть потока. И поставили ее не египтяне. 9 сентября 2025 года. Эфиопия. Регион Бенишангуль-Гумус. Берег Голубого Нила. Премьер-министр Абий Ахмед стоит перед бетонной стеной высотой 145 метров и длиной почти 2 километра. Вокруг тысячи людей, музыка, эфиопские флаги. В тот день официально открылась Великая плотина Эфиопского Возрождения. На английском ее называют GERD. Крупнейшая гидроэлектростанция Африки. 13 турбин, мощность 5150 мегаватт. Это как 3 средних ядерных электростанции. Водохранилище. 74 миллиарда кубометров воды. Стройка длилась с 2011 года. Обошлась почти в 5 миллиардов долларов. И что важно, деньги собирали сами эфиопы. Через государственные облигации, пожертвования, часть зарплат. Для страны, где 45% населения до сих пор не подключены к электричеству, это был проект поколения. А в Каире в этот день настроение было совсем другое. Чтобы понять, почему Египет так отреагировал, нужно вспомнить одну цифру – 97%. Именно столько пресной воды Египет получает из Нила. Не 60, не 80, почти все. Своих осадков в стране почти нет. Подземные воды ограничены. Опреснение морской воды есть, но покрывает мизерную долю потребности. Если Нил даст меньше воды, Египту нечем это заменить. И вот на этой реке, в 2670 километрах вверх по течению, кто-то поставил бетонную стену, которая способна удержать за собой годовой сток Голубого Нила. Египтяне привыкли, что вода с эфиопских гор просто приходит к ним. Так было тысячи лет. И вдруг появился кран, который может эту воду задержать. Эфиопия при этом считает себя полностью правой. Аргумент простой. 85% воды в Ниле с наших гор. Дождь идет на наши горы, стекает по нашим рекам, проходит через нашу территорию. Почему мы не можем использовать свою воду для электричества? Плотина не поливает поле. Она пропускает воду через турбины и выпускает дальше. Теоретически ни одна капля не теряется. На практике, конечно, испарение с огромного водохранилища, а оно тянется на 172 километра, тоже не ноль. Египет упирает на другое. Как именно Эфиопия заполняет и управляет плотиной? Здесь нет никакого юридически обязывающего соглашения. Есть Декларация принципов 2015 года. Ее подписали Египет, Судан и Эфиопия. Но это рамочный документ. В нем нет конкретных цифр. Нет правил, сколько воды Эфиопия обязана выпускать вниз. Нет протокола на случай засухи. 13 лет переговоров и 0 результата. Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти в декабре 2025 года сказал в интервью BBC: «Мы разговаривали 13 лет и ни к чему не пришли». Первое серьезное столкновение произошло буквально через 3 недели после торжественного открытия плотины. В начале октября 2025 года уровень воды в Ниле резко поднялся.
В Египте затопило сельскохозяйственные угодья в провинциях Минуфия и Бихейра. Это дельта Нила, самый плодородный и густонаселенный район страны. Жители деревни Дальхамо, рядом с городом Ашмун, ходили по улицам по пояс в воде. В Судане ситуация была еще хуже. В районе Бахри, пригороде Хартума, больше 1200 семей пришлось эвакуировать. Египет немедленно обвинил Эфиопию. Министерство водных ресурсов заявило, что эфиопские операторы плотины в конце августа резко сократили сброс воды с 280 миллионов кубометров в сутки до 110 миллионов. Они копили воду, чтобы к моменту инаугурации водохранилище выглядело максимально полным. А потом, после церемонии, резко открыли затворы. Сброс вырос до 780 миллионов кубометров в сутки к 27 сентября. Египет назвал это рукотворным наводнением. Эфиопия все отрицала. Официальная позиция – рекордные муссонные дожди, климатические изменения. Белый Нил тоже показал поток на от 60 до 100% выше нормы, а его истоки вообще не в Эфиопии. Судан частично подтвердил эфиопскую версию. Суданские метеорологи зафиксировали аномальные осадки и указали на климатический сдвиг сезона дождей. Кто прав, до сих пор не ясно. Скорее всего, сработали оба фактора – и аномальные дожди, и неконтролируемый сброс. Но сам факт, что Эфиопия может одним решением затопить дельту Нила в Египте, этот факт прозвучал на весь мир. Отдельная история – вмешательство США. В июне 2025 года Дональд Трамп публично заявил, что плотину Герт в основном построили на американские деньги. Эфиопия это резко опровергла. Проект финансировался внутри страны. Никаких крупных западных кредитов не было. Заявление Трампа только подлило масло в огонь и еще больше подорвало доверие Эфиопии к внешним посредникам. Для египетских чиновников вода – буквально вопрос выживания. Министр иностранных дел заявил в июле 2025 года, что водный дефицит – первая и главная экзистенциальная угроза для Египта. Ни терроризм, ни экономический кризис, ни конфликт с соседями. Вода. И цифры это подтверждают. В Египте сейчас живет больше 113 миллионов человек. В 1960 году было 27 миллионов. Население выросло вчетверо за 60 лет, а Нил не стал шире. Объем доступной воды на одного человека упал с 2500 кубометров в год в 1947 году до примерно 500 сегодня. По классификации ООН 500 кубометров – это порог абсолютного водного дефицита. Но Герт далеко не первый удар по Нилу. В 1970 году Египет сам построил Асуанскую высотную плотину при помощи Советского Союза. Она решила проблему катастрофических наводнений и дала стране электричество. Но заодно убила ту самую систему, которая кормила Египет тысячи лет. Нил перестал разливаться. Плодородный ил, который каждый год ложился на поля, остался запертым в водохранилище Насер. Фермерам пришлось переходить на химические удобрения. Дельта начала проседать и засоляться, потому что Нил больше не несет туда свежий грунт. Герт – это второй крупный удар. Асуанская плотина лишила Египет ила. Герт грозит лишить его самой воды. Не сегодня. Сегодня воды как раз много. Но что будет через 5 лет, когда наступит засушливый цикл? Если Эфиопия в засуху решит придержать воду в своем водохранилище, чтобы турбины продолжали крутиться, Египту просто неоткуда будет взять замену. И вот тут мы подходим к самому страшному вопросу. Нил уже не справляется с нынешним населением Египта, а оно продолжает расти. По прогнозам, к 2078 году египтян будет вдвое больше, за 200 миллионов. Дельта, где живут 35 миллионов человек и производится больше 60% сельхозпродукции, в буквальном смысле уходит под землю. Грунт оседает, море наступает, почва засоляется. И все это происходит уже сейчас, без всяких засух и без конфликтов с Эфиопией. Когда-то Нил создал цивилизацию пирамид, потому что давал больше, чем люди потребляли. Сегодня ситуация перевернулась. Людей стало слишком много, а река та же самая. И на этой реке теперь стоят две бетонные стены. Одна египетская, одна эфиопская. Обе построены ради развития. Обе обещали процветание. А в итоге между ними 113 миллионов человек, которые пьют, едят и моются водой из одного источника. И этого источника уже не хватает. Есть одно место в Египте, куда не возят туристов. Это северный край дельты Нила.
там, где река должна впадать в Средиземное море. Раньше тут было 7 рукавов, через которые вода выходила в море. Сейчас осталось 2. И даже они еле живые. Нил, который тысячелетиями кормил все побережье, сегодня практически не доходит до моря. Вся вода разбирается по пути – на орошение, на города, на промышленность. К устью доползает тонкий ручеек, а дельта тем временем тонет. Не в переносном смысле, в буквальном. Спутниковые данные показывают, что грунт в северной части дельты проседает на несколько миллиметров в год. Это называется субсиденция. Причины 2. Первая – выкачивание подземных вод. Чем больше воды забирают из-под земли, тем сильнее почва сжимается и опускается. Вторая. После строительства Асуанской плотины в 1970 году Нил перестал нести ил. Раньше этот ил каждый год наращивал дельту снизу, компенсировал проседание. Теперь ил лежит на дне водохранилища Насер, а дельта без подпитки медленно уходит вниз. Одновременно с этим поднимается уровень моря. Получается двойной удар. Земля опускается, вода поднимается. По расчетам ученых из Virginia Tech, опубликованным в журнале Nature в 2025 году, 18 крупнейших речных дельт мира, включая Нильскую, проседают быстрее, чем растет уровень океана. Исследование предупреждает, если ничего не менять, к 2100 году около 2660 квадратных километров северной дельты Нила будут затоплены морской водой. Но ждать до 2100 года не обязательно, проблемы уже здесь. Соленая вода из Средиземного моря проникает в подземные горизонты дельты. Она отравляет колодцы, из которых фермеры берут воду для полива. Почва засоляется, урожаи падают. Пальмовые рощи на побережье гибнут, корни не выдерживают соли. А ведь дельта – это не просто красивый географический термин. Это место, где живут около 40 миллионов египтян. Это 60 с лишним процентов всего сельского хозяйства страны. Рис, хлопок, цитрусы, овощи. Если дельта потеряет плодородие, Египет потеряет способность кормить себя. Египетское правительство пытается действовать. Несколько направлений работают одновременно. Первое. Опреснение морской воды. В сентябре 2025 года премьер-министр Мустафа Мадбули объявил план увеличения производства опресненной воды в 7 раз за 5 лет. Сейчас Египет производит около 1,4 миллиона кубометров опресненной воды в день. Цель – довести до 10 миллионов к 2030 году. Работают около сотни заводов, в основном на побережье Красного моря. Проблема в том, что опреснение стоит дорого, требует огромных объемов энергии и пока покрывает мизерную долю потребности. Стране нужно 114 миллиардов кубометров воды в год. Доступно примерно вдвое меньше. Второе направление – подземные воды. Под Сахарой лежит Нубийский водоносный горизонт, колоссальный резервуар, который содержит около 150 тысяч кубических километров пресной воды. Это примерно в 3000 раз больше, чем годовой сток Нила. Звучит как спасение, но есть подвох. Этот горизонт невозобновляемый. Вода в нем копилась миллион лет назад, когда Сахара была зеленой. Дожди больше не пополняют его. Каждый литр, который Египет выкачивает, уходит навсегда. Бурить можно, но это не решение, а отсрочка. Ученые предупреждают, что при нынешних темпах откачки горизонт уже начинает истощаться. Третье. Демография. Египетские власти призывают семьи заводить меньше детей. Рост населения примерно 2% в год – главный фактор водного дефицита. Когда в 1960 году в стране жили 27 миллионов, воды хватало с запасом. Сегодня население перевалило за 113 миллионов, а объем Нила остался прежним. Прогнозы говорят, что к 2078 году египтян будет больше 200 миллионов. Река физически не способна обеспечить столько людей. И вот тут история замыкается в кольцо. 4000 лет назад, около 2150 года до нашей эры, Нил ослабел. Засуха, которая длилась примерно 100 лет, ударила по всему Ближнему Востоку. Разливы стали скудными, урожаи упали. Древнее царство, та эпоха, которая подарила миру великие пирамиды, развалилась. Наступил так называемый Первый переходный период. 40 лет голода, хаоса и гражданских войн. Единое государство распалось на враждующие провинции. Голод был настолько сильным, что в текстах того времени описываются случаи каннибализма. Потом, конечно, все восстановилось. Нил вернулся, дожди вернулись. Среднее царство объединило Египет заново, но потребовались десятилетия. И это при населении в пару миллионов человек,
когда всем хватало места отступить, переждать, начать заново. Сегодня отступать некуда. 113 миллионов человек живут на 4% территории, вдоль одной реки. Каждый из них потребляет воду, которой уже недостаточно. А река, от которой они зависят, теперь контролируется не только природой. На ней стоят две плотины, построенные двумя государствами с разными интересами, и между ними 0 договоренностей. Нил – единственная в истории река, вокруг которой непрерывно существовала цивилизация 5000 лет. Пирамиды, папирус, астрономия, медицина, архитектура – все начиналось с того, что река каждый год приносила ил на поля. Вся остальная культура была производной от этого ила. Когда Геродот в V веке до нашей эры назвал Египет даром Нила, он не преувеличивал. Без реки не было бы ни пирамид, ни фараонов, ни письменности. Не было бы самой идеи Египта. Страна и река — это одно целое. И вот сейчас этот дар трещит по швам. Не потому, что случилось что-то одно, а потому, что совпало все сразу. Население росло десятилетиями. Асуанская плотина убила разливы полвека назад. Эфиопия поставила свою плотину. Климат меняется. Дельта тонет. Море наступает. Каждый из этих факторов по отдельности можно было бы пережить. Вместе они складываются в систему, которая работает на износ. Закончится ли это крахом, как в 2150 году до нашей эры? Не обязательно. У современного Египта есть то, чего не было у фараонов. Технологии, наука, международные связи. Опреснение, капельное орошение, солнечная энергия, переработка сточных вод. Инструменты существуют. Но все они требуют денег, времени и политической воли. А вода заканчивается уже сейчас. Нил пока течет, но он больше не безграничный. Впервые за 5000 лет река, создавшая одну из величайших цивилизаций на Земле, не может обеспечить тех, кто от нее зависит. Вопрос уже не в том, высохнет ли Нил. Вопрос в том, хватит ли людям мудрости обращаться с ним так, чтобы он продолжал течь. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Не забудьте написать в комментариях ваше мнение на данную тематику. И, пожалуйста, напишите в комментариях, какую тематику вы бы хотели видеть в следующих видео. Всем пока!